Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня вы увидите обзор на Realme Pro Plus, на него как раз снимается вход. Вы увидите еще в течение ролика второй вход. Почему вход писался два раза? Потому что в первый день камеру у этого смартфона запотевали. Прошли сутки, все в порядке, если что, пруфы все в моем инстаграме или в телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. В описании к видео можете увидеть, как она потела, она прям физически была видна, что основная камера у него запотевала примерно так же, как у Xiaomi 12, 12 Pro и 12X. Ничего не критично, все прошло, но как человеку, который купил данный смартфон почти за 30-ку на российском ТМОле, мне было не особо приятно. Сейчас все это дело стоит в районе 22-23, опять же в телеге, ссылки, сейчас идет сейл, идет еще один день. Не знаю, насколько целесообразно покупать данный смартфон за эти деньги, что я могу о нем сказать сразу. Первое, в нем неплохое стерео. Второе, у него есть оптическая стабилизация, которая, получается, на вторые сутки после обновления стала работать по мне отлично. Третий момент, помимо всего этого, у него неплохой процессор Dimensity 920, и пусть я к Dimensity отношусь плохо, он выдает больше, чем 900 Dimensity в Antutu, он выдает больше в 3D Mark, и если брать между Nord 2 и Realme 9 Pro Plus, на лайв-канале было сравнение, конечно, Realme 9 Pro Plus мощнее на данный момент, но в определенных задачах. Если брать storage тесты памяти, его обгоняет Nord. Если брать тест AI, у них примерно все одинаковое. Можно запихивать две симки, фейл, то, что сюда нельзя закинуть карту памяти. И, в принципе, девайс неплохой. Хорошим я его назвать не могу из-за ценника, потому что для среднего ценового сегмента они не сделали ничего суперфееричного, чтобы можно было сказать, бегите, покупайте. Камера хорошая. Все остальное решать вам. Сегодня я расскажу вам о смартфоне, который купил на ТМОле. Мне его никто не засылал, и по большому счету, наверное, это и хорошо. Я прочувствовал всю боль цены, потому что ценник у него эгегей какой, если брать опять же на ТМОле. Недавно у меня был обзор на Nord SE2, на него также была прожарка, и самое главное, что будут, разумеется, примеры видеосъемки, плюс на лайв-канале вы можете посмотреть, я добавлю в описание ссылку на его прожарку. Прожарку совместно с Nord 2 SE для того, чтобы понимать, что покупать, потому что ценники у них плюс-минус одинаковые. Это Realme 9 Pro на Dimensity, он не на Snap, но он лучше, чем Pro версия, много по каким показателям. Pro версию я даже покупать не стал. Почему? Потому что там IPS, это раз, и два, помимо этого еще и слабее процессор, плюс там нет оптостабилизации, как я знаю, я даже не буду на нее наговаривать. Почему? Потому что здесь фактически вот эту модель все покупают ради оптической стабилизации. Что нам здесь обещают? Sony IMX766, помимо этого 60 Вт зарядка стандартная, 90 Гц AMOLED экран и Dimensity 920. Я приобрел версию на 6128, есть на 256 гигабайт и 8 оперативки, отдал, по-моему, 27 тысяч. Получается, пришел мне телефон за 3 дня. То есть, как только началась распродажа, предраспродажа получается. Я его купил, мне его уже прислали. Я прям удивлен дико, это была почта, и я не в Москве, а в Петербурге. Super Dart Charge на 60 Вт. Разумеется, нельзя терять зарядку, разумеется, нельзя терять кабель. Почему? Потому что быстрая зарядка только с ним. Ну, либо у вас есть какие-нибудь аналогичные устройства с поддержкой Super Dart Charge, не у всех они имеются. Следующий момент. Чехол, который немного темный, но хорошего качества. Здесь ключ для извлечения сим-карт, потому что карт памяти, к сожалению, сюда запихивать, как я знаю, нельзя. Выглядит все это дело для тех, кто носит без чехла, не сказал бы, что брутально, антибрутально. Проверяем, насколько телефон заряжен. И пока проверяем, насколько телефон заряжен, сразу говорю, что здесь есть мини-джек, что неплохо, нет инфракрасного порта, что довольно стандартно. И по поводу слота, слот здесь только на 2 симки, и он даже не прорезинен. Это прям удивительно, но факт. Не буду говорить, у кого был прорезинен, спойлер OnePlus. Телефон не особо габаритный, сейчас я проверю, сколько он весит. Напоминаю, что OnePlus весил 175 граммов, этот весит 180.
4 грамма на почти 10 граммов больше, что в принципе не критично. Особо хочу отметить, что и то, и другое корпорации BBK, что и то, и другое. Здесь Realme UI, здесь глобалка, там тоже самая глобалка, и сейл у них начинается, получается, одновременно. И что это считается среднеценовым сегментом, что то считается средним ценовым сегментом. И по мне здесь плюс-минус 10-20 долларов будет разница, поэтому вопрос остается для меня, допустим, закрытым. Почему? Потому что есть Oxygen, а есть все остальное. Здесь Realme UI. Подключаю сразу к Wi-Fi, пока он у меня будет подключаться. Отмечу, что вибра здесь не топорная. Не сказал бы, что оно гипертоповое, но вибромоторчик линейный, и мне он нравится. Так же, как внешний вид, исключая, конечно же, цвет. Цвет не свет, блеск, красота, ну а что делать? Высота устройства 159 миллиметров, ширина 72 и толщина 10,3 миллиметра. Ну, довольно так прилично, в плане хорошо, 10,2 даже миллиметра. Я думаю, что смартфон достойный, у Realme фанатов уже в России хватает. Смотрим. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны, и, разумеется, постоянно это 5 Mi Band 6 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно в конце каждого месяца. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к смартфону Realme 9 Pro Plus. Полетели. Поставляется данный девайс в 3 вариантах расцветки. Это зеленый, синий и черный. Тыльная часть выполнена из стекла, рамки металлические, по крайней мере по ощущениям, но в интернете ходит информация о том, что рамки из пластика. В принципе, его вес об этом и говорит, и от себя я могу добавить, что расцветки мне не нравятся у него никакие. И, в принципе, вот этот переливающийся свет мне тоже точно не нужен. Далее, с фронта экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии. В руке без чехла телефон лежит удобно, не выскальзывает. Тыльная часть маркой и отпечатки знатно так собирает, если носить без чехла. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости без особого люфта, разъем для зарядки USB Type-C версии 2.0. Быстро файлы с него не скинуть. И удивляться этому не стоит. Вспомним флагманы, которые сейчас выходит с такой же версией USB Type-C. 2 микрофона, динамики основной и разговорный, звучание здесь стерео, так как разговорный выступает еще и в роли основного. И они оба звучат довольно достойно, и Dolby Atmos на борту. Далее есть слот на 2 сим-карты, и официальной защиты от влаги нет. Кнопки особо не люфтят, сборка хорошая. Также есть мини-джек, но нет ТК-порта. Летим дальше. Смартфон оснащен дисплеем на 6,4 дюйма AMOLED с разрешением 2400 на 1080 точек Full HD+. Матрица экрана абсолютно плоская, плотность пикселей 409 ppi, картинка насыщенная, при ярком освещении яркости слегка не хватает. Частота обновления экрана 90 Гц, также есть на выбор автогерцовка и 60 Гц. Тач здесь на скромные 360 Гц, которых в принципе достаточно. DC-диминг в наличии, шим без DC-диминга на 100% яркости 9,4 на 50-21 на минимальной 34 на нуле 13. С DC-димингом значения шима практически не меняются, только при минимальной яркости результат лучше на 10%. Автояркость работает хорошо, но резко. Под разными углами тон картинки бросает в холодный оттенок, Always On дисплей в наличии и вдобавок полноценный. Далее, мультитач, конечно же, есть и берет все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи отпечатка пальца, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатка пальца работает отлично, завести один и тот же отпечаток пальца в сканер нельзя. Плюс не забываем, что этим сканером можно измерять пульс, хотя приблуда такая себе сомнительная. Но пульс он показывает верно. Распознавание лица срабатывает стабильно быстро, подбородок внизу экрана заметный. Летим дальше. Процессор MediaTek Dimensity 925G с техпроцессом 6 нанометров и 8 ядрами. Максимальная тактовая частота его 2,5 ГГц. Графический процессор ARM Mali G68MC4. Интерфейс Realme UI 3.0 и Android уже 12 версии. Оперативная память здесь стандартная LPDDR4X и доступна на выбор 6 или 8 гигабайт. Внутренняя память не особо быстрая и работает она по какой-то причине значительно медленнее, чем та же UFS 2.2 у Narda 2 SE, хотя это по большому счету по железу практически идентичные на аппараты, здесь даже процессор быстрее. И на выбор здесь внутренней памяти 128 или 256 гигабайт. Расширить ее SD-картой нельзя, как я уже говорил, и это печаль. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 версии, поддержка 5G сетей, что нас пока не особо интересует и вряд ли скоро будет интересовать. Бенды 7 и 20 для 4G, разумеется, на борту. Сеть мобильную ловит отлично, звучание при звонках хорошее.
хорошая и запись разговора в стоке без уведомления о начале записи собеседника. Многим будет полезно. Датчик приближения работает исправно, вибра хорошая. Bluetooth версии 5.2, последний практически. NFC поддерживается, Google Pay встает без каких-либо проблем. Из навигации на борту GPS, от GPS Beidou и GLONASS. GPS-тест на холодную показывает точность до 1 метра. Вот вам плюс Dimensity в городских условиях. По автономности. Емкость аккумулятора 4500 мАч. В PC-марке прогнал я его 2 раза. И выдал он результат 8 часов 43 минуты. Осталось 20% на максимальной герцовке с максимальной яркостью экрана. Заряжается он с 0 до 48% от родного адаптера питания за 15 минут, а полный цикл зарядки занимает 43 минуты. Беспроводной зарядки нет, естественно, как и реверсивной зарядки тоже. За час игры в Genshin Impact на максимальных настройках графики улетает 30% заряда. Он нагрелся, но незначительно. Играть на максималках некомфортно, так как присутствуют фризы. Если говорить об удобстве, то лучше играть максимум на средних настройках графики. Или в более легкие игры, например, в танки или PUBG тот же. Из датчиков имеется магнитный датчик, датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр и гироскоп. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит стабильно. 206 гипсов минимально, максимально 244, в среднем 228 гипсов на 100 головках при 30 минутах. В Geekbench 5 в сингл-коре 808, в мультикоре 2268. В 3D-марке Wildlife 2297, Wildlife Extreme 622, Wildlife Extreme Stress Test 641, Wildlife Stress Test 2299, Slingshot Extreme 3967 и Slingshot 4964. Вантуту выдал 480 тысяч попугаев, Storage тест показал 36 928 баллов. Все это лучше, чем у Нарда 2 SE. 30-минутный стресс-тест прошел, я бы не сказал, что идеально. Результаты теста искусственного интеллекта ожидаемые. 439 тысяч баллов. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и одной LED-вспышки. Основная на 50 мегапикселей и оснащена она сенсором Sony IMX766. Сверхширик на 8 и макромодуль с фокусным расстоянием в 21 мм. Оптическая стабилизация на борту, я думаю, вы уже ее оценили в начале ролика, отрабатывает она хорошо. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 30 FPS. 60 FPS залочено, к сожалению, вряд ли его разлочат, учитывая процессор. Фронтальная камера на 16 мегапикселей находится в левом верхнем углу экрана, но размеры не миниатюрные, как вы видите. Максимальное разрешение для съемки видео у фронталки 1080p 30 FPS. Короткие примеры сейчас увидите. Это Realme 9 Pro Plus. Я купил его на Тмоле, пришел он мне за 2 дня, и поэтому до основной распродажи я успею сделать обзор, но вы его увидите чуть-чуть позже. Почему позже? Потому что 20 числа на лайв-канале уже была прожарка его относительно вот этого смартфона. Они практически близнецы. Максимум этот смарт может снимать в 4К 30 FPS. Максимальная цена у него на сейле, по-моему, $269 должна быть из Китая. И это прямо норм. Если сказать про внешку, она мне не дико зашла. Он на 10 граммов больше, чем OnePlus весит. Но у него такая же возможность съемки в плане верхнего предела. В 4К 60 FPS снимать он не может. С другой стороны, у него есть оптическая стабилизация, что очень круто. В отличие от OnePlus, у него нет возможности расширять память. И в моих руках вот это вот все дело благополучным образом дребезжит по 2 причинам. Первое. Сравнение данных смартфонов было на лайв-канале, можете его посмотреть в районе стрима, это была прожарка, мы общались по поводу того, стоит ли что из этого покупать. И второе, несмотря ни на что и вопреки всему, эта штука стоит значительно дороже Realme, хотя она имеет худшее железо, меньше показывает баллов в Antutu, и, к сожалению или к счастью, у нее есть возможность расширять память до 1 терабайта. Здесь этой карточкой делать, к сожалению, нельзя. Вот такой вот средний сегмент и то, и другое BBK, я думаю, вам будет интересно. Обязательно в ролике вы увидите сравнение камер этих двух устройств. Смотрим. Пример съемки 4К 30 FPS. Realme 9 Pro Plus. Смотрим, когда запотеют камеры. Они уже у меня потели. Но я думаю, на вторые сутки все будет хорошо. Просто пока на данном этапе жизненного развития все довольно плохо. Несу все это дело в одной руке. Вы видите, что уже включили освещение на улицах. Но это ничего не значит. Почему? Правильно. Потому что довольно светло. Вообще даже пробивается кое-где солнце. Для Ленинградской области я бы сказал, что шикарно все. Прошло уже, получается, 46 секунд. Камера все еще не запотела. Позитив
Возможно. Но вообще у меня начала она запотевать, получается, где-то через минуту после начала использования. Поэтому надежда, разумеется, еще теплится. У Realme конденсат обычно бывает в камерах, по моему опыту, не дольше суток при использовании. Плюс здесь, скорее всего, работает оптостаб. Из-за него, может быть, в результате сборки на основной камере и образуется конденсат. Уже получается минута 30. В принципе, это очень даже хорошо, потому что первый раз конденсат начал образовываться намного быстрее. Где-то через минуту 10. Специально прогоняю второй раз, но дымка вроде бы уже начинает появляться, хотя и не сильная. Единственная разница, правда, сейчас я снимаю все это дело в чехле. До этого я снимал без чехла, и вполне возможно, что каким-то образом, может быть, от разности температур сейчас ситуация лучше. Хотя, опять же, конденсат я вижу уже. Дымку, возможно, вы не видите. Получается, в этот раз уже 2:23. Все это дело, разумеется, будет выгружено в обзоре. Также я уверен, что данная проблема решится сама собой, в отличие от Xiaomi 12. Понятия не имею, в чем причина. Скорее всего, в оптическом стабилизаторе. Но в свете последних событий, если опять же сравнивать с OnePlus, у которого ничего не потеет нигде, наверное, сейчас встает вопрос к производителю. Зачем они начали продавать смартфоны без проверок? Все-таки часть жителей находится не в южных регионах. Еще один летний смартфон получается. Притом, если снимать на ультраширик, все хорошо, ничего нигде не потеет. Но, правда, качество съемки, я бы сказал, что Красной Армии бы не понравилось однозначно. Ну, не фонтан. Ширик здесь ультраширик. Такой, еще и подлагивающий чуть-чуть. Возможно, с прошивкой допилят. Наверное, надо все это дело вам показать, как работает. Я сейчас двигаю рукой вверх-вниз, а телефон с картинкой запаздывает на секунды 2,5. И еще одна попытка в 4К 30 FPS. Сейчас я проверю, через какое время начинает запотевать. Возможно, и не начнет. Не начнет, будет отлично. Но по, получается, статистике через 2 минуты примерно начинается запотевание. Хотя все зависит опять же от чехла. Как я понимаю, без чехла он потеет быстрее. Уверен, что конденсат закончится, так же как и в смартах от Xiaomi. Нужно будет просто чуть-чуть погонять в антутовских стресс-тестах, желательно с открытыми салазками. А может быть и само пройдет. Еще раз повторяю, что у Realme у меня зайчиков уже ловили, просто откровенно не было видно, что линза потеет. То есть, как я понимаю, микроконденсат какой-то незаметный на линзе собирался, но то, что было в этот раз, я даже в инсту скинул. Нужно быть морально готовым, что если вы подарите кому-то телефон, чтобы он не пугался, скорее всего, эта проблема решится сама собой. Но приятного мало. Я не совсем понимаю, в какую сторону производители начали смотреть, что BBK, что Xiaomi, что начали выпускать аппараты, которые при не таких уж отрицательных температурах, то есть вы видите, что льда нет, сейчас плюс, благополучным образом камеры все равно запотевают. Уже минута 30 и пока, да, уже начал конденсат легкий собираться, но можем надеяться, что все равно через какое-то более длительное время он появится. Надежда умирает последней, да? Дымки пока нет. Тест многострадальной BBK-евской фронталки, разумеется, с полным банкетом из разряда скрипящих дверей и изменения освещения в подъезде. Возможно, вас эта картинка
не особо и сильно и радует, потому что плюс-минус у меня одинаковые тесты для всех устройств. Но, с другой стороны, может быть, это и хорошо. Я считаю, что это хорошо, потому что всегда можно увидеть разницу на одних и тех же объектах, в одних и тех же условиях разных девайсов. И по стабилизации, и по картинке, и по всему остальному. Ночь, стандартно Мурина, 2 часа. И, как вы видите, ничего не меняется у BBK. Фронтальная камера здесь с любимым и стандартным сенсором. Фактически, что на флагманах, что на средняках. По поводу этого смартфона уже была прожарка. Я вообще не понимаю, что здесь, если честно, с картинкой. У меня такое смутное ощущение, что он снимает еще хуже, чем все, что у меня было. Ладно, это все-таки вам решать. Сравнить вы можете в любой момент времени, просто посмотрев любой из обзоров на любой из смартфонов, который у меня был, включая, кстати, Nord SE 2 недавно. Ну и, разумеется, Realme GT, GT2 Pro, еще море всего. Все, что выходит, я покупаю. Напоминаю, что Realme Plus Pro Plus, на который я делаю обзор, мне пришел фантастическим образом за 2 дня с Тмола. Я до сих пор нахожусь в легком недоумении. Обычно даже с Тмола в Ленобласть приходит где-то за дня 4 неделю. Вот так вас могут видеть собеседники. Роллинг шаттера нет. А сравнить фронталку сейчас сравним. И чтобы вы поняли примерно оптимизация, насколько хороша в Realme 9 Pro Plus и в Nord 2 SE. Разница по мне ощутима. Ночную съемку вы видели только по основной камере, потому что ультраширики и там по мне не потребны, так же как фронтальные камеры. Не то чтобы они не потребны, они не лучше, чем у остальных. Можно брать, конечно, Samsung или iPhone, но мы этого делать не будем. Сейчас сравнение идет исключительно для того, чтобы вы увидели, насколько хорошо или плохо, по вашему мнению, работает автостоп. А все остальное, ну, вы видите. В Норде цифровой, в Realme оптический. И я бы сказал, что этот физический стабилизатор стал работать, опять же, только после обновы лично у меня. До обновы, напоминаю, и камеры потели, и стабилизатор не работал. Но вот здесь будет основная разница: 4К 30 FPS, Nord SE 2 и Realme Pro Plus. Притом, да, Pro Plus Tab оптически начал работать лучше после обновления. Напоминаю, что лично мне пришел Android 12 не из коробки, я не знаю почему. Но после обновления, как я вижу, раз, камера не запотевает, и два, Tab оптически работает однозначно уже лучше, чем у Nord 2. Притом к Nord 2 11 Android не обновился еще на 12. По поводу картинки, в принципе, видите все сами. Сенсоры, правда, топовый у великого и ужасного Realme. Но картинка больше подтормаживает. Если брать во внимание, что справа все трясется, это SE-шка, а слева Tab все-таки отрабатывает даже с X10, то да, целесообразность есть в покупке устройства от Realme. Во всяком случае, хотя бы из-за оптостаба. Давайте посмотрим по автофокусу. И дальше уже я продолжу. Ну-ка. Теперь OnePlus не хочет. Они по очереди ловят. Раз. Нет, не хочет. Ладно. Это уже другая история. В целом вот так. И вот они, две фронталки. OnePlus Nord и, разумеется, Realme Pro Plus. Как я вижу, плюс-минус все отрабатывает очень похожим образом. Ни у того и ни у другого нет никаких проблем с роллинг шаттером. 1080p и там. И несу я их в руках. В принципе, они друг к другу близки. Картинка по мне более
реально, наверное, на OnePlus. Притом OnePlus определяет как недостаток освещения и пытается меня подсвечивать. Хотя вполне возможно, что все идентично. Потому что с точки зрения ПО, мне кажется, и с точки зрения всего остального, картинка должна быть одинакова. А вот у основной камеры сейчас уже будет другая история. Насчет микрофонов не знаю, что где пальцем закрыл. Ну, вы услышите. 4К 30 FPS. Съемка сейчас будет с двух рук. Смотрим, как работает автофокус у великого и ужасного Realme. Хорошо работает. По мне. Да. Очень быстро. Прям молодец. И да, захвалил. Все бывает, так сказать. Смотрим, сейчас пробегусь, как сработает оптический стабилизатор. И главное, мы подождем минутки-две, посмотрим, будет ли опять камера запотевать. Уже 40 секунд прошло. Ничего не потеет. Съемка с двух рук. Самое важное у нас, как говорится, впереди. Хотя сейчас довольно тепло, я бы даже сказал, что теплее, чем обычно. Теплее, чем днем даже. Неоновые огни, ну, не совсем худшим образом все это дело снимает. Счастливый момент. Минута. В течение минуты ничего не произошло. Вот так, видите, как все меняется от прошивки. На прожарке я рассказывал, что OptoStab работает хуже, чем у OnePlus. Прилетела прошивка, и все. OptoStab у Realme стал работать лучше. Магия электронов? Нет, не думаю. Просто оптимизация. Притом уже почти 2 минуты и никаких морально-этических проблем с запотеванием нет. Чему я безмерно рад, потому что, скорее всего, этот смартфон у меня тоже пойдет на продажу на Авито. И я бы не хотел писать там, что потеет. Или пытаться вернуть его, тем более. Что время — это все всегда время. Так, визуально нет запотевания. И это хорошо. Потому что уже 2:20. И пусть зайчиков чуть-чуть он и ловит, но главное не потеет. Что бы я сказал по поводу этого смартфона? Чем больше я им, в принципе, пользуюсь, тем больше он мне нравится. Но здесь такое пограничное состояние с этого средняка, что нет, конечно, слота под карту памяти. Оно очень сильно напрягает, потому что здесь хочется сказать, либо вы слот добавьте, либо беспроводную зарядку. А если нет беспроводной зарядки, то какую-нибудь защиту от влаги. А если нет защиты от влаги, то какая-то должна быть у средняка замануха. Потому что то, что здесь есть стерео, ну круто. Но у многих, даже у бюджетников за 8000 рублей есть стерео. Вот. То, что проц, но он не такой и супер мощный, но чуть-чуть он мощнее, чем Dimensity 900. Но в 4К 60 FPS снимать смарт все равно не будет. И это так себе средняк получается. В целом, я думаю, смысла нет больше 4 минут гонять данное устройство. Нет здесь запотевания. Завтра еще будет он юзан. А каким образом все снимается, вы видите. Сказать, чтобы вау-эффект у меня был, нет. Ну, ночная картинка всегда не фонтан. Здесь давайте, допустим, встанем и посмотрим, какой X. Хорош шум. Один сплошной шум. Если притягивать за уши и смотреть на телефоне, конечно, хочется сказать, да, он там может конкурировать с флагманами. Если смотреть не на телефоне, а на более-менее приличном дисплее больше, чем 21 дюйм, нет, друзья. Здесь очень много недостатков, которые присущи не флагманам. И нечего даже сравнивать. Немного съемки вечерней, ночной на ширик.
На ширик все плывет. Все плывет. Ну, вы и сами видите. В принципе, аппарат точно не знаю, это как затычка, можно сказать, по поводу ширика. Ну, в вечернее и ночное время здесь он абсолютно бесполезен. Может быть, если встать, нет. Если даже встать, даже если самому дорисовывать картинку, это все в пользу бедных. Давайте опять исчерпывающую информацию о фронталке, которая, в принципе, всегда нас не радует на данных смартфонах. Ну, вот так оно должно быть, значит. Зато в Samsung и айфонах радует фронталки. Меня. У вас, может быть, другие фавориты по фронтальным камерам. Я, во всяком случае, только у них встречал супер достойные фронталки. Вот так в переходах в 2:30 ночи в Мурино съемка у вас пройдет, если у вас будет такой смартфон. И как говорится, разумеется, здесь есть двухоконный режим, который мы так любим в стоке у большинства уже аппаратов, не только Realme. Все здесь в наличии. Очень хорошо зато видно, как работает, для примера, стабилизатор у основной камеры и у фронталки, особенно при беге. А если бы растянулся, еще бы, наверное, лучше было видно. Вот так в целом вы сможете запечатлять ваши ночные походы где-либо. Не знаю зачем, но вдруг. То, возможно, вы увидите, скорее всего, увидите X20 увеличение фото. Ну, ночью оно абсолютно бесполезно, как, в принципе, и днем. То есть этот весь X, это, еще раз повторяюсь, абсолютно бесполезная приблуда даже со штатива. Ну, X20 это точно. Я не знаю, как они так в рекламе показывают фотографии, 1000 раз отцифровывая. Ну что, тихая грусть и печаль у кого-то закончилась, конкретно у меня, потому что я смарт брал за 30 тысяч, а во время распродажи за 22 вот я постил в телегу, стоимость была у девайсов. Но купило мало людей. Когда я проверял в 11.07, промики еще работали, в 11.20 они уже не работали. Сейчас в сухом остатке версия Pro, не Pro Plus, уже стоит 22 на Али. Но опять же это недешево, а Pro Plus стоит, соответственно, еще дороже. По поводу съемки днем вы сейчас видите максимум 1080p. Я не скажу, что это болезнь для BBK сейчас, потому что это не флагман, а у флагманов, к сожалению, не лучше фронталки. Вот так. По поводу каких-то доп. Примочек стандартно все, автоматические включения флеш, ну, то есть подсветки экрана, если ночью, возможность делать фото одновременно, и то, что не умеет iPhone до сих пор, это пауза. Сверхширокоугольная камера, пример съемки, день, ночью было одно сплошное мыло, сейчас я бы не сказал, что что-то намного лучше, даже не особо хочется это в ролик вставлять. Почему? Потому что YouTube подумает, что очень плохое качество видео и никому, соответственно, не будет его советовать. Я это дело понимаю, так что если вы, а и вы точно видите этот пример, помните, что это все не вставляется в большом количестве большинством по как раз этой причине. Не потому что кто-то что-то скрывает, а потому что первое, ультраширик ужасен, как у всего, а второе, это как раз YouTube. Еще плюс еще и подтормаживает. И просто сумасшедшая разница в той же локации с основной камерой, с оптостабом быстро двигаюсь. Вот сейчас вы все равно видите, что он пытается что-то снять даже в 30 FPS. Если идти, притом с довольно неплохим ускорением, все равно снимает хорошо. Вопрос, как это все будет выглядеть на большом экране. Но после обновы, конечно, я очень удивлен, как все это дело с основной камерой работает. Давайте увеличим максимум X10. Ну, пиксель на пикселе и пикселем погоняет. Каждый раз это повторяю. Не устаю, в принципе, потому что меня больше всего умиляют как раз примеры фото и видео X20, X100 на этих бедных телефонах. Я не знаю, как люди
что-то улучшают, но это не важно. Важно, что вот так примерно она и работает. И немного двухоконного режима, чтобы вы днем смогли оценить, насколько хорошо работает оптостаб у основной камеры. И, соответственно, насколько нехорошо он работает у фронталки. Иду обычным темпом, дорога не максимально ровная, потому что, видите, просто получается тропинка на льду. Не знаю, стоит этот девайс своих денег или нет. 30 тысяч рублей это ультра дорого, потому что если брать во внимание, что, ну окей, здесь таб работает, а все остальное это можно купить на Али просто море аппаратов, включая OnePlus 9, 9R, 9RT чуть-чуть докинуть, Xiaomi 11T легко, 11T Pro. И все, по моему мнению, будет как минимум не хуже, если на голову не лучше. Может быть, они скинут. Я надеюсь, что скинут, но во время сейла, я так понимаю, что народ напал, скупил. И вполне возможно, Realme что-то где-то как-то допилит, но Dimensity 920 это не средняк. Ну, опять же, мое субъективное мнение, потому что, повторяюсь, что Realme GT Neo 2T, посмотрите его спеки, сравните его цену с этим аппаратом и можете параллельно закрыть этот ролик, потому что дальше... Ну, единственное, да, у него Китай. Китай, и вряд ли они такие жирные предложения, так же как какие-нибудь в прошлом году Realme Q3 Pro, Realme Q3, Q3S будут продавать не на своей территории. Зачем им хорошее железо за копейки продавать, правильно? И вот она, та же локация, что была ночью. Днем выглядит получше. Съемка с двух рук. Стаб. Видите сами, как работает. По поводу цветов и остального, ну неплохо, вроде плавненько все, вроде. Ширик в движении даже тестировать не буду, потому что даже на месте вы видите, какое мыло мыльное. Минусы: нет ЭК-порта, салазки не прорезиненные, вдобавок нельзя расширить внутреннюю память. Ох, как это не помешало бы. Также хотелось бы иметь немного лучшие показатели шима, хотя и так все неплохо, потому что в Samsung и топовых OnePlus значительно хуже. Плюс хотелось бы 4К 60 FPS, если уже закинули сюда оптическую стабилизацию, почему бы и нет. Сколько стоит сейчас смартфон, смотрите по ссылке в описании к видео. Я оглашал уже, что в районе $300 он стоит во время распродажи, по минималкам с использованием купонов, по ссылке в телеграм-канале в описании к видео. Верхняя ссылка, либо в прикрепленном комментарии. Сколько он будет стоить вне сейла, я не знаю. Я вообще покупал его под 30 тысяч на Тмоле в начале распродаж. И резюмировать хотелось бы, не отходя от кассы. Данный смартфон я считаю более чем удачным. Я очень надеюсь, что распродажные цены, а это в районе 23 тысяч рублей за минимальную комплектацию, они останутся после распродажи. Если они останутся после распродажи, на него смотреть однозначно стоит. То есть верхняя планка в моем сознании для него 23-24 тысячи рублей. Платить больше я бы за него не стал. Почему? Потому что есть Nord. Nord начнут продавать вроде бы 8 марта. Я на это очень надеюсь. Да, он чуть-чуть менее мощный, но за счет оболочки все-таки я считаю, что это дело выигрывает. Плюс здесь можно запихать карту памяти, хотя здесь нет стерео. Это не попытка захейтить Realme. Сегодня это максимально удачный аппарат, притом имеющий оптическую стабилизацию Android 12 версии. И по большому счету он упакован просто по максимуму. У меня нет претензий к экрану. У меня есть претензии к камерам, которая в принципе отвалилась через сутки сама собой, хотя осадочек лично у меня остался. Поэтому ставим лайк за труды, пишем в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Скоро будет много всякого дэшмана, включая Blackview и все остальное. Рано или поздно нужно обозревать третий эшелон, потому что в принципе все, что было в первом, я пообозревал. Приходите на лайв-прожарку. Лайв-прожарка этого аппарата уже была на лайв-канале Польза.нет Live. Будет прожарка Realme GT 2 Pro и прожарка, скорее всего, OnePlus 10 Pro. Их все я купил, уже обзоры были, мнение сформировал, с 10 Pro я хожу. Спасибо за просмотр, девайсу однозначно до 23 тысяч рублей, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья!